Главная новость вчерашнего дня, с одной стороны ожидаемая, с другой внезапная. Теперь в России официально заблокированы голосовые и видеозвонки через WhatsApp и Telegram, о чем напрямую заявил Роскомнадзор. То есть в этот раз нас даже никто не пытается убедить, что это сами сервисы что-то там не обновили, свои серверы в России не поддерживают, как было в случае с YouTube, например. Нет, государство прямо заявляет: заблокировали мы. Есть еще один факт, который отличает происходящего от всего, что мы видели раньше. В этом процессе нет постепенности. Слухи о блокировке стали ходить 5 дней как, а вот уже оно случилось. События развивались стремительно. 9 августа стало известно, что большая четверка крупнейших операторов связи – МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 – попросила заблокировать звонки в иностранных мессенджерах, ссылаясь на то, что это, в частности, цитирую, «снимет основные претензии силовиков». А еще поможет в борьбе с кибермошенничеством. 10 августа эти данные со ссылкой на свой источник подтвердила российская редакция Forbes. Тут же появляются первые жалобы пользователей в России, что звонки в WhatsApp и Telegram не работают. И вот от момента, когда были зафиксированы первые сбои, до официального подтверждения РКН, прошло всего-то 3 дня. Необычные темпы. Как всегда в таких случаях, вопрос тут стоит задавать не столько о том, почему происходит то, что происходит. Ведь происходящее в целом логично. Интернет для российской власти – враг. Вся стратегия последних лет в том, чтобы его задушить, перевести на белые списки и построить даже не китайский фаервол, а северокорейский Кванмён. К цели этой российское государство идет весьма последовательно и не сворачивает. Поэтому мы зададим другой вопрос. Какого фига оно сейчас ускорилось? Почему лето этого года у нас аномально не только на расходы, но и на закручивание гаек? Всем вдруг стало абсолютно плевать не только на бюджетную сбалансированность, но и на то, чтобы граждан не бесить. Почему стало так необходимо этим заняться прямо сейчас? Кто куда спешит и почему? Вот на эти вопросы нам предстоит сегодня ответить. И хороших ответов у нас, говоря правду, не очень есть. Точнее, нет вариантов, где происходит что-то хорошее. В качестве самой мирной и спокойной гипотезы предположим, что это такой агрессивный маркетинг мессенджера Макс. Дескать, свернем бошки всем остальным, чтобы перетащить граждан в полностью контролируемую среду. Подходит версия? В принципе, подходит. Без таких агрессивных мер чудесное произведение ВК как никому не было нужно, так нужно и не станет. Людей можно туда загнать, только заблокировав любые альтернативы. Версия эта хороша всем, кроме скорости. Принудительно проталкивать всем в глотку мессенджера Макс можно хоть 5 лет. Нет необходимости делать это прямо завтра. Наоборот, всю дорогу вроде бы государство в таких делах стелило мягко. Если бы все шло как обычно, то сначала бы в Макс перетащили всех зависимых пользователей. Официальные каналы чиновников, любую коммуникацию внутри бюрократии и бюджетной сферы. А затем, когда миллионы людей окажутся втянуты просто по необходимости, по указу начальства, тогда уже можно начать постепенно кошмарить конкурентов. Где-то замедлить связь, где-то постепенно урезать функции. Постепенно делать так, как с Ютубом. Вроде как никто ничего наглухо не блокирует, но пользовательский опыт становится настолько отвратительным, что многие вынуждены самостоятельно от него отказаться. Процесс этот можно растянуть надолго. Не завтра ж Путин собирается куда-то уходить. Вроде бы нет причин людям прямо сейчас и прямо в лицо говорить: мы вас лишим голосовой связи просто потому, что хотим. Потому что иначе нашим чудесным мессенджером никто пользоваться не будет. В этот момент вопрос наш видоизменяется. Зачем всех жителей страны прямо сейчас нужно лишить связи в обход СОРМ? Почему им нужно оставить только аналоговые голосовые звонки и мессенджер Макс? Коммерческими мотивами это не объясняется. Очевидно, государству совершенно без разницы, насколько коммерчески успешен мессенджер Макс. Цензурными мотивами не объясняется тоже. Ведь как-то сжилось с тем уровнем цензуры, который допускал существование и WhatsApp, и Telegram. Жилось и в 22-м, когда война началась, и в 23-м, когда война шла ровно так же, как и сейчас. Так что же изменилось? Сейчас об этом поговорим. Сначала небольшая реклама, очень актуальная, потому что с VPN-ами звонки все работают. Все больше полезных сервисов становятся недоступными в России без VPN, которые тоже вовсю блокируют. Под ударом, например, оказались сервисы с протоколом OpenVPN. Его часто используют бесплатные сервисы.
Многие VPN из App Store удалила Apple по запросу Роскомнадзора. Если вы хотите сохранить стабильный доступ к привычным сервисам на хорошей скорости и без рекламы, подключайтесь к VPN Liberty. Роскомнадзор уже не раз пытался заблокировать этот сервис, и безуспешно. Liberty работает на рынке почти 2 года и знает, как обходить блокировки. У VPN Liberty есть в этом плане довольно полезная фишка. Он не просто скрывает от стороннего наблюдателя ваш запрос Google, но и маскирует его под взаимодействие с легальными сервисами, например, ВКонтакте или госуслугами. Эта технология называется XTLS Reality. С таким VPN вы можете смотреть мой канал на YouTube, обходя все блокировки, при этом ваш провайдер будет считать, что вы просто интенсивно переписываетесь во ВКонтакте. Напомню также, что бесплатные VPN-сервисы небезопасны. Они нередко торгуют данными пользователей. VPN Liberty же сервис анонимный. Даже сотрудники Liberty не узнают, куда вы заходили и что смотрели, ведь они не записывают и не хранят эту информацию. У VPN Liberty множество серверов в разных странах, причем локацию вы можете легко менять по своему усмотрению прямо в Telegram-боте. Если нужно зайти на российские сайты, недоступные за границей, VPN Liberty может и такое. У него есть сервера и в России. Так что подключайтесь к Liberty, а если перейдете по ссылке в описании и активируете бота, получите пожизненную скидку в 15% на все услуги VPN Liberty. Так вот, что же такое сейчас изменилось, что пошли так активно действовать? В этом месте мы переходим к главному вопросу, который в большей степени волнует нас в последнее время. Чем же отличается лето 25 года от любого другого в этой войне? Вроде бы ничего не изменилось. Война идет себе как идет. Она ужасна, кровопролитна, но была такой же и год назад, когда почему-то уживались и с Телеграмом, и с Ватсапом, и даже частично с Ютубом. А теперь вдруг уживаться перестало. Ровно как в случае с параметрами федерального бюджета, с дефицитом и долгом, мы пока никак не можем объяснить спешку теми причинами, которые разобрали выше. А точнее, никакая из причин просто не годится для мирного объяснения спешки. Представим, что российское государство сделало выводы из вторжения в Украину. Что не хочет следующую войну начинать в ситуации, когда все со всеми на связи, и благодаря этому российский танк едет прямо на украинский Джавелин. Что свобода перемещения информации в принципе объявлена одной из главных, если не главной причиной того, почему специальная военная операция превратилась в войну, которая идет 4-й год и никак не может достичь хоть сколько-то осязаемых целей. Если предполагается повоевать еще где-нибудь, то уж точно нельзя начинать новую войну с теми же исходными данными. Ведь нельзя же снова допустить, чтобы чудесное зрелище горящей бронетехники разлеталось по российскому интернету со скоростью больше, чем она, собственно, успевает сгореть. Если предполагается повоевать где-нибудь еще и понабрать под это дело прорву людей, нельзя, чтобы на Верхнем Ларсе и прочих пограничных переходах России с кем угодно снова встали выразительные очереди из людей, наслушавшихся каналов типа нашего. Если государство задумывает большую гадость, в его интересах не допустить неподконтрольную коммуникацию между людьми. Ведь в прошлый раз большая гадость пошла не по плану ровно потому, что коммуникация между людьми была свободной. Существует ли вариант, что мы переоцениваем риски ровно потому, что в прошлый раз сильно их недооценили? Существует ли вероятность, что мы обожглись на молоке и дуем теперь на воду? Существует. Наш режим благополучно проехал стадию, в которой его что-то могло остановить. Он уже ведет большую войну в Европе. Тормоза, с его точки зрения, придумали трусы. И когда вот такой режим вдруг начинает вести себя необычно, когда ему почему-то очень нужно лишить граждан методов коммуникации, мы естественным образом задаемся вопросом: что же такое они задумали? Кого и в каком количестве они собираются убить, если свободная связь между людьми сию секунду им встала костью поперек горла? Зачем вы заодно с этим явно тренируетесь вырубать мобильный интернет по всем регионам наглухо? Ведь то, что сейчас происходит в той же Нижегородской области, очевидно, ни с какими беспилотниками не связано. Это просто масштабные учения из серии «А что будет если?». А что будет, если целый регион в центре страны останется без связи вообще? Как там будет жизнь функционировать?
Есть ли ответы на эти вопросы со стороны государства? Они как бы есть, но в наших условиях даже смешно их всерьез воспринимать. Во-первых, какая к лешему борьба с мошенничеством? Что за телефонные мошенники, которые не пользуются обычной мобильной связью, а почему-то звонят именно в мессенджерах? Во-вторых, с каких пор российское государство принимает столь радикальные меры, чтобы у несчастной пенсионерки 10 тысяч рублей с карты не увели? Да, мы отмахивались от многих намеков на то, что вторжение все-таки будет в 2022 году. Ведь исходили из того, что принимающие решения люди не сошли с ума. Сейчас мы не можем из этого исходить. Сейчас, когда вдруг начала происходить какая-то необъяснимая ерунда, причем ерунда стремительная, мы говорим: опасайтесь, они что-то доготовят. Спросите нас, что именно, и мы совершенно честно скажем: не знаем. Зато на вопрос, стоит ли спокойно относиться к тому, что все ваши звонки, по мнению российского государства, неделю назад не должны были быть записаны, а теперь обязательно должны быть записаны, мы ответим: ни в коем случае нельзя относиться к этому спокойно. Мы без малейшего понятия, что происходит, но наблюдаем, как одновременно готовятся встречи Путина и Трампа на Аляске. Прямо под это происходит блокировка всех коммуникаций, выходящих за пределы СОРМ. Прямо под это вскрывается резкий рост расходов федерального бюджета и готовность Минфина залезть в любые долги. Все это в сумме звучит довольно опасно. Опасно ли до такой степени, что мы можем сказать «спасайся, кто может»? Пока нет. Мы можем прийти только к тому выводу, к которому пришли вчера. Если воюющее государство вдруг начинает вести себя необычно, это очень тревожный звонок. До завтра.